Приветствую, друзья! Планета переживает настоящий хаос. Катаклизмы следуют один за другим. За один день планета получила десятки ударов, и кажется, что природа не собирается останавливаться и только набирает обороты. Это реальность, которую уже невозможно игнорировать. И начнем сегодняшний выпуск с Японии. 8 декабря в северной части Японии произошло сильное землетрясение, которое вызвало немедленное объявление предупреждений о цунами и экстренную эвакуацию жителей прибрежных районов. Подземный толчок магнитудой 7,6 был зафиксирован недалеко от побережья префектуры Аомори в регионе Хоккайдо. По данным японского метеорологического агентства, эпицентр находился в 80 километрах от берега на глубине 50 километров. Через примерно 1,5 часа последовал авторшок магнитудой 5,6. Еще один авторшок магнитудой 6,7 был зарегистрирован сегодня. Землетрясение стало причиной серьезной тревоги по всей Северной Японии. Сразу после землетрясения японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о цунами для префектур Хоккайдо, Аомори и Ивате, а также рекомендации для Мияги и Фукусимы. Прогнозируемая высота волн оценивалась как потенциально опасная – около 3 метров. Жителям прибрежных зон было настоятельно рекомендовано немедленно эвакуироваться на возвышенности. Поезда и аэропорты на несколько часов приостановили работу. К счастью, фактическое цунами оказалось значительно ниже прогнозов. Максимальная зарегистрированная высота волны составила около 70 сантиметров. В результате подземных толчков на суше было зафиксировано несколько инцидентов. Несколько человек получили легкие травмы из-за падения предметов с полок. Также сообщалось об обрушении части потолка в одном из государственных зданий. 900 домов Хоккайдо и Тохоку временно остались без электричества. По мере стабилизации ситуации и уточнения данных, уровень предупреждения о цунами был оперативно понижен с предупреждения до рекомендаций для префектур Хоккайдо, Аомори и Ивате. Экстренные службы продолжают мониторинг ситуации, а жители возвращаются к повседневной жизни после пережитой тревоги. Кипр оказался во власти сильного шторма, который привел к серьезным нарушениям транспортного сообщения и экстремальным погодным явлениям. Непогода обрушилась на остров, первоначально затронув район Пафоса и западные части горного хребта Троадос. По мере продвижения шторм усиливался, превратившись в суперячейку, которая принесла очень крупный град в районы Кирении и Агиос Эпиктитос. Продвигаясь далее к северо-восточной морской части острова, непогода привела к образованию водяного смерча в районе Аканду. Сильные дожди вызвали серьезные проблемы на дорогах по всему острову. На ключевой автомагистрали Никосия-Лимассол была крайне ограничена видимость, особенно на участках в районах Зиги, Корнос и Губернаторского пляжа. Дорогу, ведущую из Полис-Хрисохус в Лачи, пришлось полностью закрыть из-за критического скопления воды, сделавшего проезд невозможным. Для ликвидации последствий непогоды в пострадавшие районы направили экстренные службы. Власти призвали водителей проявлять максимальную осторожность и по возможности временно воздержаться от поездок в пострадавшие районы. В столице Казахстана Астане выпал сильный снег, что привело к резкому осложнению дорожной обстановки. Только с утра 8 декабря в городе было зарегистрировано около 100 дорожно-транспортных происшествий. Коммунальные службы города были переведены на усиленный круглосуточный режим работы. Для борьбы с последствиями снегопада были привлечены более 1000 единиц специализированной техники и около 3000 дорожных рабочих. Первостепенно велась оперативная расчистка главных магистралей и маршрутов общественного транспорта. По данным синоптиков, установившаяся снежная погода – это только начало погодных качелей. Ожидается, что до конца недели в Астане сохранятся морозы, которые затем сменятся новым потеплением и мокрым снегом. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал. Так вы точно не пропустите ничего важного.
В западной части Турции вчера было зафиксировано умеренно сильное землетрясение, которое вызвало тревогу среди населения и ощущалось на обширной территории региона. Подземный толчок произошел в 13:21 по местному времени. Магнитуда землетрясения по разным оценкам составила от 5,1 до 5,4. Эпицентр располагался совсем близко к крупному курортному городу Анталия, примерно в 15 километрах к северо-востоку от центра города. Ключевой особенностью этого землетрясения стала его значительная глубина залегания очага – около 95 километров. Именно большая глубина позволила энергии землетрясения распространиться на широкую площадь, снизив при этом потенциальную разрушительную силу в эпицентре. Толчки были отчетливо ощутимы на всем юго-западе Турции, затронув крупные города и курортные зоны. Кроме того, землетрясение ощутили жители северных частей острова Кипр, расположенного через Средиземное море. К счастью, сообщений о серьезных разрушениях, крупных повреждениях инфраструктуры или пострадавших не поступало. Ситуация остается спокойной, экстренные службы не зафиксировали чрезвычайных происшествий, требующих масштабного реагирования. На побережье Каспийского моря в Дагестане штормом вынесла большой контейнер, доверху наполненный сигаретами грузинского производства. Для местных жителей, столкнувшихся с таким редким уловом, событие стало поводом для радости и ажиотажа. Жители тут же приступили к сбору найденной продукции, используя пакеты и личный транспорт. Точные обстоятельства того, как именно контейнер оказался в воде и почему его прибило к дагестанскому берегу, остаются загадкой. Официальные структуры пока не комментировали ситуацию с обнаружением нелегального или утерянного груза. Самый активный вулкан Индонезии Мерапи, расположенный на острове Ява, продолжает свою активность. Вчера после очередного извержения с вершины вулкана в юго-западном направлении вниз по течению реки Байонг сошел пирокластический поток. Он преодолел расстояние около 1500 метров. Индонезийский центр вулканологии и снижения геологической опасности оставил уровень опасности вулкана на 3-й отметке. Местным жителям и туристам настоятельно рекомендуется соблюдать установленную безопасную зону от вершины вулкана и не приближаться к руслам рек в районах, куда могут сходить лавовые и пирокластические потоки. В районе крупнейшего водохранилища Кинир, расположенного в Малайзии в штате Тренгану, произошел сход оползня. Оползень был вызван проливными дождями и затронул участок дороги Джалан-Куала-Дженерис-Сунгай-Гави-Аринг. В результате обвала часть дорожного полотна обрушилась в образовавшийся 60-метровый овраг. К сожалению, оползень и обрушение дороги стали причиной смертельного дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль, в котором находилась помолвленная пара, сорвался в овраг на 52-м километре поврежденного участка дороги. Оба человека погибли. После инцидента власти штата и Департамент общественных работ приняли экстренные меры. Были дополнительно установлены четкие предупреждающие знаки и бетонные барьеры. Полиция Хулу-Тренгану заявила, что некоторые водители, игнорируя знаки, все равно пытаются проехать по опасному участку, рискуя своей жизнью. По предварительным оценкам, восстановление поврежденного участка займет длительное время, так как оползень охватил около 100 метров дороги. Индонезия продолжает страдать от серии разрушительных наводнений, вызванных сильными дождями и сезонными муссонами. Последние дни стихия затронула как остров Суматра, так и Калимантан, усугубляя уже существующую гуманитарную катастрофу. 7 декабря город Сиболга в провинции Северная Суматра оказался под водой после того, как река Аек-Дорос вышла из берегов. Многочасовые проливные дожди привели к резкому подъему уровня воды. Жилые кварталы были затоплены, уровень воды достиг 1 метра. Местные жители и экстренные службы столкнулись с необходимостью эвакуации, спасательных работ в затопленных районах. На следующий день тяжелая ситуация сложилась на острове Калимантан. Там наводнения усилились из-за сочетания интенсивных ливней и морских приливов. Особенно сильно пострадали прибрежные районы западного Калимантана, включая столицу провинции Понтианак и район Самбас. Вода затопила жилые дома, дороги и школы, нарушив транспортное сообщение и повседневную жизнь тысяч людей. Местные жители сообщают, что это одни из самых сильных подтоплений, которые они наблюдали за последние годы. Новые инциденты произошли на фоне продолжающихся работ по ликвидации последствий катастрофических наводнений и оползней, которые начались на Суматре еще в конце ноября.
Ситуация остается критической. Общее число погибших в результате этого масштабного бедствия достигло 961 человека. Еще 293 человека числятся пропавшими без вести. Спасательные и поисковые операции продолжаются, но усложняются новыми погодными условиями в других частях страны. Вчера утром погодные условия на стратегически важном для Узбекистана перевале Камчик резко ухудшились. Высокогорный участок трассы замело снегом. В связи с осадками и резкими изменениями температуры специалисты сообщили о высоком риске схода снежных лавин в горной части Ташкентской и Наманганской областей. На разных участках перевала наблюдаются осадки в виде дождя и снега. Из-за сильного тумана видимость на трассе снизилась в среднем до 500 метров. Несмотря на сложные погодные условия, движение транспорта осуществляется в двустороннем режиме. Спецтехника работает круглосуточно. Дороги оперативно расчищаются от снега, проводится обработка проезжей части песчано-соляной смесью для предотвращения гололеда. Вчерашний день стал днем экстремальных погодных явлений в различных регионах Саудовской Аравии. На фоне общей климатической нестабильности в стране были зафиксированы как сильный град, так и редкий для этих мест водяной смерч. В центральной части страны, в районе, прилегающем к населенному пункту Аль-Асафия, прошел мощный шторм, сопровождавшийся градом. Осадки были настолько интенсивными, что после их завершения образовался плотный ледяной покров, который на некоторое время полностью изменил привычный засушливый пейзаж, превратив его в подобие зимнего ландшафта. Град вызвал локальные проблемы. В Аль-Асафи и соседнем Сакакка повреждены 15 автомобилей и крыши сараев. Фермеры сообщили о потерях урожая фиников и овощей на площади 5-10 гектаров. Движение на трассе Эр-Рияд-Аль-Джоуф на 2 часа остановилось из-за слоя выпавшего града. Практически в то же время, но уже на западном побережье королевства, жители города Янбу стали свидетелями формирования водяного смерча над акваторией Красного моря. Это атмосферное явление наблюдалось недалеко от берега. Хотя водяные смерчи менее разрушительны, чем их наземные собратья торнадо, их появление в этом регионе является относительно редким и всегда привлекает внимание местных жителей и метеорологов. Смерч продлился несколько минут, но, так и не выйдя на сушу, рассеялся. В целях безопасности власти до вечера запретили выход в море. Вулкан Сангай, один из самых активных в Эквадоре, продолжает свою активность, которая немного возросла за последние дни. По данным Института геофизики Национальной политехнической школы, сейсмическая сеть за период с 3 по 5 декабря фиксировала от 271 до 325 ежедневных взрывов. 7 декабря выбросы пепла достигли 700-900 метров над кратером, раскаленные обломки выпали в радиусе 500 метров. Сангай – изолированный стратовулкан, возвышающийся над тропическими джунглями Амазонии. Он сформировался в кальдере двух предыдущих конусов, разрушенных 500 тысяч лет назад. Современный конус возник примерно 14 тысяч лет назад. Его активность известна с 1628 года, крупные извержения фиксировались с 1728 по 1744, с 1934 по 1937 и с 1919 по настоящее время. Во время извержения 2019 года было выброшено миллионы тонн пепла, с вершины спустились лохары, уничтожив около 20 тысяч гектар леса. Институт геофизики Индонезии уровень опасности вулкана оценивает на 2-й отметке по 4-бальной шкале. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.